Хумус, шмумус, какая разница? Вы просто макаете в это что-нибудь хлебное и используете как намазку. Оно сытное, полезное и даже немного вкусное для мясоедов. Так давайте сразу все проясним. Закончилась пена для бритья, геля не люблю. Утюга у меня нет лет 16, зато есть кот. И вы же сюда за рецептом пришли, правильно? Так что вы жалуетесь? Поехали? Для начала подготовим нут. Грамм так 120 этих камней нам понадобится. Заливаем их холодной водой, чайную ложку соды, чтобы не прело, и оставляем минимум на 5 часов. Лучше на ночь, конечно. Кстати, если после этого передумаете делать хумус, то можете использовать набухший нут для фалафеля. Его мы уже готовили в 68-м выпуске. Когда нут вымочился, странное слово, сливаем помутневшую воду, промываем, перекладываем в кастрюльку, туда снова холодной воды и на плиту. Огонь на максимум, доводим до кипения, уменьшаем до среднего и пусть варится до мягкости. Минут 25 точно. А там проверяйте на ноготь или на зуб. Тем временем подготовим тахини. Уже второе необычное слово за сегодня, но не надо пугаться, на самом деле вы все его давно знаете. Тахин или тахини – это перемолотый до состояния пасты кунжут. Знаете, раньше одна известная фабрика шоколадная выпускала конфеты, халва в шоколаде. Так вот, в черном была халва обычная, из семян подсолнуха. Я очень любил ее в детстве. А в белом, это была редкость, но халва была тахинная, то есть кунжутная. Я уверен, вы все ее пробовали. К сожалению, сейчас их уже есть невозможно. Перевелись. 90 грамм кунжута кидаем на сковороду и при постоянном помешивании поджариваем до слегка золотистого цвета. Ни в коем случае не пережарьте, иначе паста будет горчить. Пересыпаем кунжут в блендер и блендерим до состояния крошки. Вот так вот примерно. Затем добавляем 1 столовую ложку любого рафинированного масла или же оливкового нерафинированного. Конечно, в идеале добавляют кунжутное масло, но что нам из-за одной ложки его покупать? Тут самое главное не перебить вкус. Поэтому только рафинированное, оно же без запаха. Но можете добавлять и оливковое нерафинированное. Но только если делаете тахини для хумуса. Потому что в конце в готовый хумус мы все равно будем добавлять нерафинированное оливковое масло, и поэтому все будет нормально. Господи, как сложно. Ну, если не поняли сразу, там перемотайте еще раз, хорошо? Блендерим массу до состояния пасты. Если слишком сухая, еще пару капель масла в конце добавьте. Но должно быть все хорошо и так. На выходе получаем вот такую вкуснятину. Запах не передать. Тем временем, пока мы болтали, нут уже сварился. Достаньте одну горошину и потыкайте в нее чем-нибудь. Ну, чтобы убедиться, что она мягкая. Перекидываем на дуршлаг, а затем добавляем 250 грамм нута в блендер. Лучше используйте весы. В среднем, когда нут набухает и впитывает в себя воду, он становится тяжелее где-то в 2-3 раза. Я использую такие пропорции, потому что у меня вот такой небольшой блендер. Под него все и рассчитано, собственно. Добавляем ко всему прочему 120 мл воды, затем 20 мл оливкового масла, соли чайную ложку, без горки, кумин, он же зира, но обычно его в плов кладут, половина чайной ложки. Кориандр, также половина чайной ложки. Конечно, лучше брать горошками и самим делать из них СМК. Все крупные специи всегда молотите. Вот такой специальной молотилкой. Потому что весь вкус и аромат, он внутри. Вообще перестаньте быть лентяями и покупать все молотое. Вы же теряете половину вкуса по собственной глупости. Паприки еще половину чайной ложки. Самое вкусное, что я ел, венгерская. Если кто там живет, пришлите нам с котом упаковочку. Я знаю, в Будапеште ее продают во всех сувенирных лавках, но какого она там качества, говорить не буду. Я пробовал из супермаркета самую дешевую, но она была наивкуснейшая. Прям как молочко в Польше. В довершении чеснок, 2 зубчика, ну и лимонный сок, 2 столовые ложки. Далее пристегнуть ремни, убрать детей подальше и пошел запуск двигателя. Молотим или молотим до однородности, то есть пока блендер не начнет дымиться. Вываливаем на красивую тарелку или некрасивую. Возможно, им следовало назвать это гумус, а не хумус. Давайте сделаем какой-то рисунок, что ли, как умеем. Вот котом клянусь, это масло оливковое. Ну и, конечно, паприку напоследок. Нет, это не венгерская, к сожалению. Наша жизнь и наша еда зачастую слишком забиты различными суррогатами и усилителями вкуса. Я не фанат данного блюда, если бы не тахини, но должен признать, что только в домашнем хумусе вы можете почувствовать весь спектр ароматов от добавленных специй и, конечно, неповторимый привкус кунжутной пасты. А благодаря данному выпуску я могу передать привет от Ярослава Ивановича, всем подписчикам, которые с нами давно и помнят, кто это такой. Именно он прислал мне данный рецепт. Все лучшее для вас. Мы меняемся, но спасибо, что вы с нами. Увидимся. А что, я мыл руки?